Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Канал базируется в городе Измаил. Это юг Одесской области и юг Украины. И здесь точно так же жарко, как во многих регионах всей Евразии практически и во многих странах мира. И сейчас очень важная такая тема, которая вызывает бурную такую реакцию у многих огородников, которые привыкли выращивать, как и мы, впрочем. После сбора урожая в июле, в августе мы всегда высеваем сидираты. Но сейчас очень сложное время, когда вот эта жаркая, знойная погода, в некоторых регионах почти полностью отсутствие дождей, не позволяет выращивать сидираты. И сегодня мы этим важным растениям посвятим наше видео. Хочу напомнить для новичков, многие спрашивают, что это такое, вы все время говорите, можно сеять сидираты. Это такие растения, их называют сидиральные растения, которые используются как зеленые удобрения. Эти удобрения обогащают почву нужными макро- и микроэлементами. А также, когда их скашиваешь, вот эта органическая составная тоже попадает в землю и вот эту почву также обогащает органическими веществами. Улучшаются свойства почвы благодаря зеленым удобрениям, структура грунта, воздуха и водопроницаемость. А также, вот мы уже заметили, это точно так же работает, предотвращается эрозия почвы. Именно благодаря сидиратам. И что же сейчас происходит? Мы вот собрали урожай, допустим, на грядке, но знаем, что грядка не должна пустовать. Тем более, что эти несколько соток в течение сезона нужно оздоровить, убрать усталость земли. Ведь сеем и сажаем одни и те же культуры на одном месте. Другого выхода нет, всего есть несколько соток. Раньше, до знакомства с сидиратами, грядки у нас пустовали, зарастали сорными травами. Приходилось все время сапкой ходить, бороться с этими травами. Когда не успевали, они обсеменялись и снова сыпались, и снова росли. Но тогда была возможность приобрести перегной, благо колхозы и совхозы занимались животноводством. Осенью мы вносили перегной и снова высаживали весной нужные растения. Животноводство исчезло с колхозами, а после засушливого 2020 года в нашем регионе юга Одесской области остались единицы животных крупного рогатого скота даже в частных подворьях. Где же взять удобрения и как ускорить севооборот? Земля наша уже очень устала, перестала родить даже при поливах. Вот тогда и пришла информация о сидиральных растениях, зеленых удобрениях, за которые не нужно платить солидные суммы, и они еще и вылечат землю от возбудителей, от различных спор-грибковых заболеваний, а также от некоторых вредителей. Лет 10 мы уже активно возделываем сидиратные растения. В зиму сеем ячмень, овес, рожь, масличную редьку, горчицу, фацелию. Но этого было мало, и нам хотелось всегда, мы раньше использовали еще и летом, посевы проводили различных растений. Та же горчица нормально была, и рапс, и редька. К сожалению, вот в последние годы в жару они стали поражаться большим количеством вредителей. Вот даже в прошлом, 2020 году, в конце сентября уже, казалось бы, что лето позади, пришлось спасать посевы горчицы и редьки от тли, белянки, хлопов черепашек, а также крестоцветной бложки. Дважды пришлось обрабатывать растения биоинсектицидами, а это очень дорогое удовольствие. А потом взяли, да и запахали, когда увидели, что сложно с этим всем сборищем на растениях бороться. Иначе вредители все уничтожили бы и расползлись бы дальше по другим участкам. Вот поэтому я советую огородникам, вот когда вы слушаете меня в агрогороскопах и в посевных календарях в летнее время, я всегда говорю, не сейте сидиратные горчицу, редьку, рапс летом. Это крестоцветные.
Опыт – дело очень ценное и дорогое, и лучше использовать чужой опыт и не терять драгоценное время. И этот опыт ценен практически почти во всех регионах, где установилась сейчас жаркая сухая погода. Вода во многих регионах дефицит. Даже если есть вода, то крестоцветные сидираты могут вместо пользы принести большое количество вредителей. И если вредитель нападает на растение, оно не выполняет свою задачу. И те же корни, и сам стебель просто-напросто мучаются и стараются сопротивляться вредителю, они не выполняют свою задачу. Этим летом мы, кстати, решили попробовать посевы гороха. Ну, думаем, бобовые попробуем. Вот такой он, посмотрите, низенький, замученный жарой получился горох. Сложно назвать это сидиратом. Для бобовых культур также не подходит жаркое знойное время июля и первой половины августа. Мы пробовали сажать не только привычные сидираты, но и цветочные лекарственные растения. Ту же календулу, бархатцы. Рассады, кстати, рассады высаживали вот эти лекарственные растения, и календула, она себя не оправдала, очень быстро болеет и погибает, и плохо в жаркую погоду растет. Лучше себя чувствовали бархатцы. Но снова же в прошлое сухое жаркое время лета растения бархатцев были поражены паутинным клещом. И жили-поживали здесь прекрасно клопы-черепашки в большом количестве. Сейчас опробируем еще несколько растений. При изменении климата, а этот процесс будет интенсивно продолжаться, и от этого никуда нам не уйти. Земля переходит из эпохи рыбы в эпоху водолей, а мы с ней перемещаемся в новое пространство, где придется играть по новым правилам игры. Сейчас, в летнее жаркое время, угнетены абсолютно все растения, и огорода, и сада, и сорняки в том числе. Ну, и, естественно, сидеральные растения. Особо на зеленую массу, вот на большое количество зеленых удобрений не приходится рассчитывать. Главное, хотя бы ускорить севооборот на наших сотках. Ищем и продолжаем поиск новых растений, которые принесут пользу земле. И если они не дадут хотя бы изобилие зеленой массы, хотя бы уберут усталость почвы летом. Это тоже очень важно. И, естественно, не будут расти сорняки. Зачем нам сорняки, которые вытягивают большое количество нужных питательных веществ потом для наших растений? Ну а осенью уже позаботимся о посевах семян обычных сидеральных культур. Будем их обязательно сеять. Главное, сейчас после сбора урожая не пустить сорняки в огород. Поиск новых сидеральных растений продолжается. И в этом поиске мы занимаем свое важное место, потому что без сидератных растений просто нет будущего у наших соток, которые должны на себе поместить и наши любимые овощи, и сад, и цветочные растения. Наша задача сейчас вот этот оптимальный вариант, найти его и опробировать, и передать вам, для того, чтобы вы тоже могли их использовать. Мы уже вам рассказывали, кстати, что мы после лука и чеснока уже посадили цветочные растения. Это была у нас рассада хризантем. Хризантемы мультифлора, их у меня много, и поэтому они очень легко размножаются, и поэтому мы их посадили по тех рядах, где росли лук и чеснок, озимый лук и чеснок. Сейчас я еще одно растение получила, что был посев, были всходы после дождей, и я посадила, посмотрим. Боюсь еще называть, потому что очень жарко, как это растение выдержит без поливов. Если будут дождики, возможно, это растение тоже станет тем хорошим сидеральным удобрением и, скорее всего, улучшающим качество земли и ускоряющим севооборот.
Вот это сейчас самое главное, а уже на большое количество зеленых удобрений мы надеемся уже в осенний период или же весной. Но так как весна сейчас будет запаздывать, и это будет продолжаться, мини-ледниковый период никто не отменял, поэтому основная масса сейчас зеленых сидеральных растений мы должны посеять именно будем осенью. Какие растения будем выбирать, время покажет. У каждого есть свои какие-то семена, каждый уже что-то испытал. Прошу вас, если у вас есть какой-то особый опыт, расскажите нам. И мы тоже поделимся этим опытом с другими и сами испытаем. Возможно, что-то есть такое, чего мы еще не пробовали. Хотя уже в нашем арсенале сидератных растений и крестоцветные все были. Активно используем зерновые различные культуры, ту же пшеницу, овес, рожь. Это у нас постоянно на огороде, ячмень. Осенью очень хорошо получаются вот эти озимые зерновые культуры. Очень плохо получился, конечно, горох. В последние годы тоже не очень хорошие результаты получили. Люпин у нас вообще перестал расти. Любой люпин, и с семенами стала проблема. И остальные растения сложно выживают в эти сложные периоды погоды, когда длинная холодная весна, вот эти холодные июньские дожди, и некоторые семена сидератных растений у меня вообще не взошли, не смогли взойти, потому что вот эти корневые гнили, холодная почва просто-напросто еще в зародыше уничтожили зернышки, семена вот этих растений. Ну что ж, Раиса Горяченко, Александр Волик поделились своим опытом выращивания сидератных культур в огороде, рассказали, для чего мы их используем, рассказали о некоторых своих испытаниях и будем продолжать эту тему. Ну а на сегодня все, ставим точку, вернее троеточие, 3 точечки, и эти темы будем продолжать. Прощаемся с вами, до нового видео на нашем канале. Всего вам самого доброго, здоровья вам и здоровья вашей земле.